Ребятушки, всем доброго супер раннего утра. Сейчас у нас еще рассвет там только начинается. Сегодня у нас огромное путешествие. Отправляемся в очень интересную поездку, где еще ни разу не были. С рюкзаками, с сумками. На 2 дня. В общем, вы все увидите, как в аренду взял Рено в этот раз. Тойоты не было. Где-то 50 евро. Ой, 50 долларов где-то в сутки. И по традиции турецкое утро начинается с завтрака, с рассвета. Смотрите, солнышко вышло. И первым делом сейчас пойдем позавтракаем. Что, подзарядились? И вы что-нибудь перекусите вкусненького чайку, булочку какую-нибудь, устраивайтесь поудобнее и отправляемся в дорогу. Наверное, как вы уже догадались из названия, мы едем в Каш. 83 километра мы проехали, еще где-то 40 с чем-то осталось, 43 километра. Дорога очень красивая, очень классная, и прямая, есть серпантин, и в гору поднимаешься, из гор спускаешься. В общем, очень красиво. Сейчас остановочку сделали, туалет, чаек, кофеек, и дальше поедем. Январь месяц, погода вообще класс, на небе не облачко. Что, еще одна остановочка. Слушайте, пока едешь, виды безумно красивые. И это Каш у нас уже. Там такие острова, горы. Смотрите, вот этот остров, это уже Греция, считается, это греческий остров, а дальний маленький остров турецкий. И раньше тут была Греция, потом их туда переселили греков. Но здесь просто так нельзя ехать, здесь едешь, везде хочется остановиться, снимать красивые виды. Сейчас мы на такой полуостров заезжаем, который сверху видели. В общем, будем сейчас себе искать ночлежку, хорошее местечко, вот какой-то клуб Капа. Приехали, сейчас посмотрим, как тут. Ароматы здесь просто обалденные. Пихта, облепихта наша любимая, здесь можно смело об этом говорить. Здесь лимонов просто куча растет. У нас большая тусовка сегодня. Надо найти место на всех. Заранее специально не бронировали ничего, потому что хотим выбрать здесь на месте. У нас такой кагал тут. Все шумят. Девчата все разбежались и закрыли двери сразу. Вот здесь даже бассейн был. Сейчас зимой сливают, что холодно, и виды обалденные просто. Здесь никого нету, но местечко классное, при этом все открыто. Заходи, ходи, можно даже поспать при желании, если заблудишься. Смотрите, старый мандарин еще висит, а новые уже цветут. Пахнут обалденно. Жасмином пахнет на самом деле. Мы так первый раз думали, что это жасмины так цветут. Ну, когда мандарин. На деревьях не видели. Только раньше здесь была Греция, поэтому, видите, здесь греческая атмосфера, греческое оформление. Вот там колонны греческие. А в греческом зале, А кто здесь был в Каше? Пишите, какие есть интересные места. Ну и также спускайтесь в комментарии, как всегда. Можете там общаться, обсуждать любимые темы, ну или просто писать спасибо, если вам интересно было посмотреть это видео. Авансиком можно лайк нажать. О, атмосфера, знаете, такое ощущение свободы, простор. Вдохнуть можно от суеты, от шумихи городской. Вообще класс. Здесь даже цвета такие в греческом стиле. Когда в Греции был, у них тоже так белые и бирюзовое сочетание они очень любят. Блин, я от таких видов просто кайфую вообще. Приходишь и все в море, бесконечная гладь, просторы. О, смотрите, какие там
постройки огромные. Городок прям на скале. Класс вообще. Сейчас мы с полуострова заехали уже сюда, на материк, поднялись наверх. Сейчас здесь один отель посмотрим, и потом еще посмотрим что-нибудь. Ну, городок такой на самом деле населенный, есть все магазины, Мигрос, Вайкики, и атмосфера такая, знаете, есть такой прям колоритное местечко. У этого отеля тоже есть свой бассейн, естественно, в сезон, когда тепло. Давайте покажу вам, как здесь внутри. Ресепшн, лобби-зона. Так, вот на нашу семью, 2 взрослых, 2 детей, дают цену 500 лир. Ну, когда приходите в такой отель, если так заходите, сразу открываете еще на букинге, смотрите и сравните цену. Если говорят выше, вы говорите, что на букинге дешевле, могут дать дешевле. Нам сразу дали цену дешевле, чем на букинге. Но, конечно, сезон, здесь занято все. Европейцы здесь очень любят отдыхать, и ценник здесь космический, поэтому заранее можно бронировать. Ну или на букинге, или если этот отель доступен через туроператора, там через Жанну, можете бронировать. Как правило, через туроператор дешевле, потому что у них объем, пакетные скидки. Ну, смотря входят, они в туристическую сетку не входят. В общем, тоже можно сравнивать. 500 лир, я считал, умножаете на 5,5, это на текущий момент курс такой к рублю, и будет у вас цена в рублях. Вот такие коридоры здесь, ну так очень уютненько. Давайте покажу вам номер. Большая кровать, маленькая кровать, тумбочка. Давайте вот так вот вам с угла покажу, чтобы видно было. Вот так вот. И балкон, и вид. О, какой шикарный вид. Тут просто за один вид можно заплатить сколько хочешь, просто красота. Вышел на балкончик, посидел. Ну тут балкончик не нужен, тут надо гулять. Очень, конечно, красиво. Телевизор есть, холодильник есть, туалет, естественно, душевая кабина, раковина и туалет. Полотенце тоже все есть. Вот так вот, давайте вам еще для обзора. Ну классно, номер небольшой, но уютный, компактный. Но нам надо вообще переночевать, только мы сейчас здесь еще погулять планируем. Ну 1800p, нормально, Full HD. Это еще такой номер есть с одной кроватью большой. На 2 Шкаф экрана. здесь есть, кондей. Мы вот таким составом ходим. И в эту цену еще входит завтрак. Но цена, если что, январская, зимняя. Здесь еще у них сказали, есть апартаменты. Их же. Пойдем посмотрим. Так, апартаменты здесь уже внизу. Вот такие апартаменты. Но здесь сыровато немножко. Большая площадь. Они стоят вообще 700, всего лишь на 200 лир дороже. О, как классно. Ну, сыровато, но это надо просто проверить. Этот вид тоже потрясный. Есть такой балкон большой. Холодильник есть, кухня. Тут еще туалет, еще комната. В общем, огромный апартамент. Да, отель есть, что называется, вот, Hotel Каяхан. Сейчас спустились пониже, нашли еще одно местечко. И здесь уже даже дешевле цены. 400 лир на нашу семью 2+2. Мераба. Так, эти видео я вам снимаю не в 4К, а в 1080p, потому что ролик там в 19 гигов с 4К выгружается реально несколько дней, потому что в Турции такой интернет. Даже вот у нас дома, домашний, здесь в Турции. Кто не знает, мы переехали в Турцию. Ну так, набегами временно. То тут, то в Москве. И интернет очень медленный, поэтому 4К очень сложно выгружать. Но поскольку здесь стабилизация, оно и так будет неплохо в 1080 смотреть. Вообще есть разница 4К или нет? Есть ли смысл усложнять процесс? Кто не смотрел вдруг предыдущее видео, квартиры в Турции, заходите, смотрите, на канале все есть, подписывайтесь, кто еще не подписан. И если, да, захотите себе квартирку приобрести, пишите мне в Инстаграм, я вам дам надежных людей, кто вам поможет. Так, давайте посмотрим номер. Так, здесь номер тоже больше кровать. Блин, большая, маленькая. Просторность примерно так же. Ну, такой более какой-то сыроватый, что ли, номер. И вид. Видите, какой деревья закрывает. Море не видно. Балкон побольше, кстати.
Ну тоже ничего, мне нравится. Но тот как бы получше. Ванна, душ, туалет тоже все есть. Вот такая лобби-зона. Приятно. Мне, может быть, даже здесь больше понравилось. Здесь круто посидеть. Но здесь нет завтраков, здесь цена без завтрака. Так, сейчас еще один отельчик Рапсодия. Зайдем, посмотрим. Подъем здесь по лесенке. Лесенка не маленькая. Вот такой номер 600 лир стоит. С завтраками. Здесь большой. Здесь есть вид на море. Прям огромный вид. Да, классно здесь. О, красота какая. Номер большой, холодильник есть. Свеженький такой, без сырости. Большая кабина. Туалет. Еще здесь кровати. Так, смотрите, есть еще один номер. С джакузи. Это стоит 800 с завтраками. Ну, вообще класс. Ну и учитывая, что цена зима. Летом здесь ценник огонь. Ванна, туалет. И вид тоже потрясающий. Ой, стенку вырезался. Стекло точнее. Поля, еще рано, Зай, не залезай пока. Вылезай. Слушайте, это, конечно, классный номер. Ой, балкон какой здоровый. Можно вообще всем здесь остаться. Кто-то джакузи, кто-то на балкон. Просто здесь можно даже никуда не ходить, не гулять с таким видом потрясным. Вообще бомба. Просто бомба. Сейчас зимой, как летом, жарища такая вообще. Я уже угорел. В общем, мы решили остановиться на том варианте. Забираем машину и едем туда. Все, останавливаемся мы здесь, в Рапсодии. Смотрите, какие тут есть кафе. Вообще с таким видом можно даже не кушать. Просто сесть и кушать природу. Так, внизу здесь пирсы. И зимой разбирают, естественно, чтобы не разбивало волнами. Знаете, вот видите, как высоко, там, на метров 5 от волн, и все равно до сюда волны добираются. Такой красоты даже заговариваться можно. Очень круто, просто нереальная красота. Мы сдали паспорта и ушли гулять, пока хорошая погода, пойдем сейчас гулять. Селяться будем потом. Заплатить только надо. Тебе нравится, если? Нормально. Что, некрасиво? Нормально. Мне кажется, очень классно здесь. Так вот мы нашей большой тусовочкой идем на прогулку. Так, спускаемся вниз сюда. Здесь у нас порт, площадь, куча ресторанчиков, кафешек. Ну и пока шли по дороге тоже вот здесь вот везде ресторанчики, рыбные, мясные, какие хочешь. Памятник Ататюрку у нас здесь. Слушайте, ну народу в кафе как в сезон. Вот смотрите, вообще здесь просто битком забито. Январский сезон, зимний. Это уже после новогодних праздников. То есть у нас в отелях, когда мы были, уже все пусто стало. Сами праздники было много, а сейчас пустовато. Смотрите, как атмосферно. Кстати, что есть сезон. В сезон, мне кажется, очень жарко вообще. В июле, мне кажется, нереально находиться. Вообще в Турции жарко будет. И народу много будет. Поэтому зимой тоже имеет место быть такой отдых. Так, давайте вот ради интереса в этой кафешке покажу вам цены. То есть, что на паузу ставьте и смотрите, и умножайте на 5,5. Вот Маргариту пиццу 45 лир. Так вот, опа, быстренько. Вот смотрите, 45 лир, это у нас 245 рублей на 5,5 курс. На центральной площади нормальная цена. Кто был в сезон, пишите, поднимают ли цены. Ну, на жилье поднимают, а вот на питание тоже интересно. Смотрите, гробница сохранилась еще с времен старых. Как достопримечательность здесь. Так, мы уже проголодались и готовы прыгнуть в любую ближайшую кафешку. Давайте цены вам покажу, что на что, если разберетесь. Вот шаурма, смотрите, 30 лир в тарелке такая вот, в лаваше 15 лир. Цены совсем
совсем прям недорогие. Чай 4 лиры. Так, здесь цена за 100 грамм. Я взял себе 150 грамм шаурмы с бараниной. Вот такая огромная она. Подкрепились, подзарядились. Очень вкусно. Шаурмишка — это вообще огонь. Я обожаю шаурму, как говорится, еда богов. Прям класс. Лаваше съел по-быстренькому и пошел. Теперь полный сил. Мы отправляемся гулять. Здесь не надо далеко ходить, куда-то гулять. Просто увидел такую вот красоту. Просто спускаешься, садишься, какой-нибудь чаек заказываешь себе. Пахлаву какую-нибудь, баклаву, как здесь называют. И просто вот кайфовать, просто релаксовать. Сюда вот для этого надо приезжать. Не нахаживать километрами раба, а вот так вот просто кайфовать. Райское местечко, конечно. Сейчас мы своей большой компанией вот такую вот лежанку займем. Так, и пойдемте прогуляемся к морю. Главное, чтобы здесь ничего не грохнулось. На крае обрыва. О, какая вода-то кристально чистая, посмотрите. Вообще сказка. Просто прозрачная. Прямо отсюда можно, оп, так занырнуть. И с метра 4 высотой. Тогда хорош болтать. Давайте я вам передам, как всегда, заряд морских эмоций, морского позитива. Поэтому смотрите, заряжайтесь, набирайте ванночку, как всегда. Ой, ну вообще, можно бесконечно смотреть на эту красоту. Каждый раз, когда мы в Турции, в выходной день и такая хорошая погода, я думаю, чем бы я занимался в этот день. У нас в России зимой холодную погодку, а здесь просто балдеж. Лежишь так на солнышке, пьешь чаек и кайфуешь. Так, ну как вам кадры с дрона? Я сейчас летал, рядом с нами за столиком, оказывается, сидели жандармы вот эти, и они как раз уходили, когда я летал. Либо это были просто туристы. Я как раз когда садился, смотрю, краем глаза такие в красной форме, думаю, раз обратно улетел. Немножко полетал, но сразу чувствуется по картинке, что зелени не хватает, потому что летом вся эта зелень, она более сочная. Еще посмотрим, может закатиться, поймаю на дрон. Но местечко здесь вообще просто потрясное. И ехать, на самом деле, там кажется, что эти 2,5-3 часа показывает. Потому что дорога такая не очень ровная, там то ли 150, то ли 180 от Анталии. Ну, дорога быстро пролетает, вообще прям особо не напрягаешься. Мы рано выехали, 8 уже стартанули, чтобы здесь вот так вот весь день захватить. Поэтому пораньше выезжайте, если что. Так, и здесь рядышком прям с этим ресторанчиком, где мы сидели, тут есть Каш Хотел, вот так называется. Зашли посмотреть номера. Так, смотрите, раз комната, холодильник, стол, еще одна комната. 600 лир, да, стоит? 600 лир такая комната стоит, ну прям вообще огонь. Душевая кабина, ванна. Ну без вида на море, но здесь вот вышел и сразу у тебя вид. Смотрите, вот прям оп, 2 шага делаешь, все, и ты на море. И просто вот так вот проснулся, вышел, деревянный столик сел, позавтракал. Ну просто рай. Слушайте, вообще цены зимой просто космос. Так, смотрите, еще один номер. Этот за 500 лир. Я вот просто сразу по прямой пройду, чтобы вы понимали, какой здесь вид. То есть ты просто спишь, просыпаешься, и у тебя такой вид. Балкончик свой. Вообще просто райское местечко. Смотрите, столики такие, стулья, кровать раз, кровать 2, номер на самом деле просторный. Естественно, сухой, потому что тут солнышко светит. Смотрите, как вот так вот, да? 500 лир с завтраками. О, ну вообще бомба. Все, идем забирать паспорта и сюда заселяемся. Сюда можно еще на самом деле маленькую кроватку такую, знаете, детскую попросить. Вообще класс. Холодильник тоже, чайник, все есть. Водичка в номер входит. Слушайте, ну это вообще, я в шоке, реально, за 500 лир такой номер. Вот еще чуть ниже есть номерок. И вот тоже 500 лир, смотрите, есть с одной кроватью. А вот если даже балкон открыт, выходим. Ну вообще красота. А там повыше этаж, этот прям еще лучше, да, вид. Вот этого не видно, вот крыши, там прям вообще класс.
Так, мы уже нашим позвонили, все, они сюда идут. За этим прекрасным видом уже все, делегация отправляется сюда. Блин, ну вот это вообще кайф, это все, что мы видели, вот это вот просто, это рукой дотронулся до моря и заряд эмоций. А кто любит шум моря, балкончик открыл и просто вообще слов нету. Вообще класс. Так, меня, по-моему, закрыли. Давайте еще раз. Так, там стол, кровать, душевая кабина, туалет. Все очень чисто, прям, знаете, так прибрано, круто. То есть свеженько, ремонт, смотрите, чайник, напиточки, то есть 2 водички, холодильник есть, шкаф, ну и дверь. Вообще классно. У нас тут, по-моему, нам все номера решили показать. Ну, зимой свободно, сезон, конечно, прям заранее надо, очень заранее все бронировать, иначе места не будет. О, это прям огромный номер какой-то. Смотрите, раз кровать, большая кровать, еще кровать. Вот так вот. Оба. Вообще я нашел для вас место отдыха. Потрясающий просто. Тоже такой же вид. Шикарный. Слушайте, это тоже стоит 600 лир. 3000 с копейками получается по нынешнему курсу. Это вообще еще и с завтраками. Вообще большим составом разместился. Отсюда снизу вам покажу. Здесь снизу ресторан. А вот он отель. Я как раз где-то здесь пролетал. Недавно завтраки тоже где-то здесь или здесь или здесь. Ну, вообще класс. Как вам? Жмите паузу, пишите, то потом забудете. И вообще не забывайте про комментарии, поддерживать. И здесь, видите, то есть сезон, вон спуск к морю. Здесь все это застилается, естественно. Зимой волнами все разбивает. Ну а для любителей острых ощущений, вот так вот, раз с утреца. Разбежечка, сальтишка. Вау! И поплыл. Все, мы вернулись в наш отель. Мы просто уже паспорта отдали. Но вещи не сдали, не оплачивали. И связались тот хозяин, они знакомы с этим, и сказали, что дадут паспорта без проблем. В общем, забираем паспорта, едем туда, там, конечно, классно. Здесь свой шарм, но там все-таки ближе ко всему, к магазинчикам, к кафешкам. И с детками проще ходить. Конечно же, там вид. Забрали нашу кучу паспортов, едем туда. Давайте я вам покажу главный вход в Каш Хотел. Под солнышко вот так вот просто залетаем. И здесь же сразу ресепшн. Здесь же сразу спуск к морю. И вот слева номера. Туда-сюда, ниже уровнем. Такой называется обзор опосля, да? Так, ну что, ключи получены. Скоро закатится. Подзакатится можно и бутылочку пенного открыть. Ой, не буду вас дразнить. Совсем не буду. Подзакатится. С заселением. Что у нас сейчас? Золотой час для фотографий. Все делают фоточки, но я делаю таймлапс. У меня свой golden time. Ой, ну вообще красота на закате. Мне кажется, сегодня главное слово – это красота. Она тоже действительно есть реально. Реально нереальная красота. Так, солнышко у нас закатилось. Вечером есть такой огонь зажигают, трубу такую. Туда пилеты вот эти насыпают, кошачий наполнитель для туалета. Розжиг и вот так поджигают. Крутая штука. Надеюсь, мой таймлапс получился. А то здесь все бегали, стул трясся. Так, ну наконец-то мы заселяемся уже к вечеру. У нас номер 7 будет комната. Давайте я покажу. Вот так с туалета начнем. Туалет, душевая кабина, раковина, банные принадлежности, даже фен есть, гель, мыло, шампунь, холодильник. Ну все, это я вам показывал уже при дневном свете. Так это выглядит. При вечернем свете большой номер, просторный, сетка москитная такая огромная, мы сейчас открыли,
чтобы проветрилось немножко. И вот так вот еще вот вам. Так, оп, есть такая колонна. И вот так, оп. По-быстренькому. Ну, давайте на балкончик. Сейчас, конечно же, все после заката. Таймлапс, не знаю, видели вы, сейчас увидите. Ну, в общем, классно. Вечерняя атмосфера после заката, она потрясающая. Ну и сейчас вышли прогуляться по вечернему Кашу. Походить, посмотреть. Ну, смотрите, как показывает практика, что когда уже живешь в Турции, то уже наличные нужны. И частенько мы снимаем. И в разных банках разные комиссии на самом деле. Потом где-то всплывает 90 рублей снимут даже с Тинькова, хотя пишут, что нет комиссии. Вот в Акбанке высокий, курс у них, ну, как бы плохой. Да и в банке нормальный курс, но 90 рублей комиссию снимают. Во многих банкоматах 90 рублей потом снимаю. Я сейчас затестил все банкоматы, которые здесь есть. Везде практически одинаковая комиссия. И она высокая. То есть Зират банк даже, который практически не берет комиссию, там в Анталии, есть больше комиссии. То есть, ну, здесь курортный городок, европейский уровень, здесь и цены все выше. На все и в кафе. Вот в магазинах единственное одинаковые цены, наверное. Наверное. Ну, вроде похоже, что одинаково, да, киндер 6 лир стоит. Так, конечно, имейте в виду, здесь все подороже. В Анталии все дешевле, комиссия даже другая, банкомат. А еще немного вечерней атмосферы, не знаю, видно вам там, нет. Там очень много огней. Вот так вот гора светится красиво. Ресторанчики. Цены. Это я вам показывал сегодня днем, по-моему. Так, вот если что, ставьте на паузу. Не знаю, будет видно, нет. Но тут еще все... А, нет, вот на русском есть, смотрите. Так вот вам, оп. Оп. Детское меню есть. Так, и вечерняя атмосфера в ресторане, где мы провожали закат. А так все красиво. Огни большого города, морской бриз звучит. Мой телефон звучит. Атмосфера внутри. Сегодня здесь будет живая музыка. Огни большого города горят. Наш стол большой мы забронировали. Так, давайте я вам покажу цены здесь. В принципе, все понятно. Ставьте на паузу, если переводите. Оп, картошечка. На паузу еще нажимайте и смотрите прям. Оп, цены. Это в лирах. Нажаем на 5,5. Пицца. Вот рыба, смотрите. Вот креветка, кстати, стоит 120 лир. Рыба 70, 80, сибас, разная рыбка есть. Что, набрали вкусняшек. Как говорят в Турции, хорошо сидим, хорошо говорим. Сладко, точнее, так говорят. Но у нас все очень вкусно и весело, музыка живая. В общем, проникаемся атмосферой Турции. Чем ближе к ночи, тем жарче становится. Шалгам, раки. Атмосфера на улице еще раз. Огоньки, кафе. Что, всем доброго такого прекраснейшего утра. Завтрак у нас проходит вот здесь вот наверху, на смотровой площадке. С таким супер прекрасным видом. Такое ощущение, что все спят, а мы одни. Смотрите, какая красотища. Панорамный вид. Завтрак до 10:30. Мы успели. Вот такой здесь завтрак. Приносит порционно каждому. Яйца, сыр, булочка, джемы, овощи. Приятного аппетита. Доброе утро. Завтрак небольшой, но очень приятный. Не надо никуда идти, ничего заказывать. Покушал, перекусил. Чаек, кофеек потом еще принесли. Смотрите, с утра были волны, ветерок, а сейчас ветра нету. И вообще какая красота. Ну, а мы уже пакуем чемоданы наши. Так, мы выселились, смотрите, какой тут сервис. Подгоняют машину, берут ваши вещи и кладут в машину. И когда приезжаешь, точно так же отдаешь ключи, уходишь, они сами здесь паркуют, вещи твои относят. Молодцы. Супер отельчик, я прям рекомендую от души.
сейчас сделали небольшую остановочку. Смотрите, какая у нас здесь красота. Это у нас Капотаж. Место называется. Смотрите, какого цвета море. Здесь пляж, здесь можно искупаться, позагорать. Вообще красота, да, лазурная какая. Там под скалами поплавать. Супер. Так, ну естественно мы решили спуститься вниз, искупаться. Такая здесь лесенка. Раз, два, ну, то есть в принципе совсем небольшая. И три. Сейчас зимой весь кайф в том, что здесь пляж как будто дикий, пустой. А летом в сезон здесь все сверху посмотреть, все в людях просто. И парковка есть, она тут очень маленькая. И в одну сторону, в другую бывает, что на 3 километра машины встают, чтобы просто попасть на этот пляж. То есть все настолько забито, что не протолкнуться. А сейчас просто одно удовольствие сюда спуститься. Здесь есть и песок. Смотрите, какая фракция прям вообще. И есть галька. Ну и заход моря тоже. Песочек такой вперемешку с галькой. Там камушки вижу. Цвет воды классный очень. Дарят вам пенных морских эмоций, как всегда. Передаю, заряжайтесь. Так, запустил сейчас дрон, полетать чуть-чуть, прям вообще ветра не было. Запустил, как поднялся ветер, меня аж кепку сдуло. Очень рискованно, хотел подальше лететь, не полечу, потому что если куда-нибудь туда потащит ветром, все, не достанешь здесь дрон. Вот, ну так, немножечко кадров сделал, оттуда снизу она, конечно, более голубая, сверху, мне кажется, не такая голубизна, а там прям вообще бирюзовый цвет воды вон в том месте. Но немножечко поснимала, так, для понимания. Классно, очень красиво, горы, море, обалденное место. Так, ну в сезон здесь и кафешка есть. Сейчас ничего не работает. Можно так взять чайку и с таким прекрасным видом сидеть. Но лучше с собой брать что-то, термос какой. И там устраивать внизу пикничок какой-нибудь на обочине. Так, здесь еще течет такая горная речушка. Мини-водопад. И туда есть проход. Пойдем посмотрим, что там. Здесь, смотрите, туалеты, чейндж-румы. Все оборудовано, благоустроено. Вода даже должна быть. Да, и там у нас шумит водопад. О, смотрите, как классно. И сколько пришли посмотреть на водопад. Смотрите, как шумит. Я вообще обожаю водопады. Обожаю купаться в водопадах. Тут на самом деле летом можно, наверное, так пройти снизу сюда от моря и прям к водопаду. Ущелье, там прям каньон такой. Сейчас вода леденющая с гор течет зимой. Летом чуть-чуть теплее будет. Да, местечко обалденное. Приезжайте сюда обязательно. И вода, кстати, есть в кране, я проверил. Все, работает. Здесь возле парковки водопадик такой. Микро с гор течет. Здорово. Поднялись в горы уже. Смотрите, тут заправка. И на заправке ходят петушки. Здесь в горах, кстати, попрохладнее уже. Сейчас сделали небольшую остановочку в городе Демре.
Там вот на горах снег лежит, ну, тут мало, но когда ехали, там было много. Площадь у нас. Сейчас пойдем в ресторанчик, перекусим, пообедаем. Ну, едем потихонечку, не спеша, никуда не гоним. Дорога хорошая. Все здорово. Сейчас зашли в Шок. Затарились. Чуть очень классный, конечно, магазин. Там все есть. И так покушать можно взять. И нужд каких-то там для банных принадлежностей и так далее. Ну, что есть. Пойдемте покушаем. Какие-то собачки добренькие. Взял супчик куриный. Вообще обалденный. Такой домашний куриный суп. Мы нашей большой компанией опять трапезничаем. Приятное местечко есть. Не успел вам сразу снять, голодный. Заказал такую тарелку с крылышками. Очень вкусно. Прям, знаете, как будто дачный сам приготовил. Что-то на наши деньги 250-300 рублей стоит. Очень вкусно и недорого. Слушайте, ну кафешку прям от души рекомендую. Очень вкусно. Вот так вот. Главная площадь здесь. Не знаю, как даже на карте найти. Ну вот название ресторана еще. Вбивайте на Яндексе, и все, вас сюда привезет. Главная площадь. Здесь же храм Николая Угодникова, прям за этой площадью, поэтому это вам лучший ориентир будет. Сюда обязательно тоже заезжайте, смотрите, сколько за нами собачек идет. Ой, как вас много. От нас вкусно пахнет. О, сколько тут собак. У них дележка территории сейчас будет. Одни с нами пришли, другие здесь были. Все собаки здесь чипированные, у них у каждого на ухе чип. Все помечены. И вот это прикольная такая. Короткие ножки такие. Вот он здесь, храм Николая Угодника. Обязательно сюда приезжайте. Святые места с огромной историей. Уже есть 2 видео про него на канале. Прям забивать. Женя Машков. Храм Николая Угодника. Или ДМР Мира Кекова. Вот у нас здесь были на такой огромной экскурсии. Прям очень рекомендую. Туда спускайтесь. Там святые места, мощи. Загадывайте желания. Свои сокровенные самые, они обязательно сбудутся. Так, цена билета 70 лир, 385 рублей, курс 5,5 у нас примерно. Вот. Пойдем. Если у вас есть ВНЖ, то будет 60 лир всего лишь стоить и на целый год. Ну а пока что мы просто ебанжи, мы еще не оформили себе ВНЖ. Ебанжи называют тех, кто в Турцию не оформил. Все, кто приезжает в Турцию, все ебанжи. Такое название турецкое, то есть нет не оскорбления, ничего. Я всех поздравляю с новым названием туриста. Вместо туриста теперь мы ебанжи. Так, ладно, все. Хорошо, пойдемте. Если кто не смотрел подробно, прям заходите, смотрите обязательно видео. ДМР Мира Кекова. Здесь мы все ходили, рассказывали. Экскурсия у нас большая была. Вот здесь за этим стеклом хранятся мощи Николая Чудотворца. Записки можно вот туда класть, прикладываться, загадывать желания, но только сокровенные, самые истинные. Мы здесь много лет назад загадывали желанное желание, и оно сбылось. Это даже, наверное, не желание больше, а вот просьба. И поэтому тоже вот ставьте, может быть, на паузу, может быть, просите что-то. И святые, может быть, так места передадутся как-то. Ну, здоровье можно просить близким, родным. Или еще что-то, какие-то ваши, естественно, не материальные какие-то желания или блага. Ну, хотя, может, кто-то это просит. Очень многие в комментариях писали, что да, действительно, тоже так люди просили и сбывалось, когда были здесь. Многие, наверное, скажут, откуда православный храм в Турции. Это действительно православный храм. Здесь раньше все было в иконах, росписях. Потом этот храм переходил к туркам, и кому-то к ним переходил. Сейчас вроде бы его обратно православным признали. И вот там остались еще даже росписи в одной комнате, я вам показывал. Прям, знаете, запах такой прям ладный, пахнет, как будто только что служба была. Этот Света тоже заметен. Когда находишься, тут прям, знаете, вот, желание такое плакать, вот прям у всех появляется, знаете, слезы наворачиваются, голос дрожит. Поэтому это действительно святые места.
все время проходят реставрационные работы, реставрируют здание, поддерживают его. Накрыто, вот видите, чтобы от дождя тоже не разбивало. Что, друзья, наверное, на этом закончим наше с вами путешествие. Спасибо всем, кто пропутешествовал эти выходные с нами. Дальше у нас дорога домой, ну, осталось где-то часа полтора тут ехать. Вот, как всегда, не замечайте на маленьких мелочей, заряжайте солнцем, морем, позитивом, эмоциями положительными. Огромное вам всем удачи, еще раз спасибо, кто досмотрел до конца, прям искренне вам поклон, вы большие молодцы. Все, огромное вам всем удачи и пока. Оль, скажи тоже всем пока. Всем пока. 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 Делегация. Так, это видео не заканчивается. Остановились в таком озере, там дальше море, или это даже море. Такой залив, здесь черепахи часто бывают. Но сейчас пока нет, вот головы там видели где-то по дороге, а сейчас не видим. На самом деле очень красиво. Кстати, это для кота. I'm getting out of bed, reaching for